Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара, и это видео мастер-класс по вязанию крючком круглой сумочки из трикотажной пряжи. Диаметр сумки 18 сантиметров, глубина 8 сантиметров. На этом мастер-классе мы свяжем не только круглую сумочку, но также и длинный ремешок и сделаем кисточку. А в сумочку мы пришьем подкладку. В описании под видео я оставлю ссылку на магазин Wildberries, где вы можете приобрести материалы, фурнитуру для сумки. Подписывайтесь на мой YouTube канал, также Instagram, и смотрите другие мои видео по вязанию крючком. Материалы для вязания крючком сумочки. Трикотажная пряжа 1 моток. Толщина нити 7-9 мм. В мотке 100 метров, 300-350 грамм. Здесь у меня пряжа лицевой нарезки, также можно использовать пряжу изнаночной нарезки. Крючок номер 6 и крючок номер 4. Из фурнитуры нам понадобится 3 карабина. У меня это карабины сердечки, цвет белый никель, серебристый. 2 карабина нам понадобится для ремешка и 1 карабин для кисточки. 2 колечка диаметром 20 мм. Замочек молния 25-30 сантиметров. И ткань для подкладки у меня это хлопок. Перед началом вязания крючком сумки необходимо слегка распустить пряжу с внешней стороны мотка и растянуть. Так мы делаем в процессе всей работы. Вяжем крючком первый ряд. Делаем колечко. Затем одну воздушную петлю. Я держу нитку так, чтобы скрутка смотрела наверх. Тогда при формировании петли скрутка нити будет смотреть всегда вовнутрь петли. Далее мы вяжем крючком 5 столбиков с накидом. При этом кончик нити у нас остается позади колечка и прячется внутри петель первого ряда. Давайте посчитаем. Первая петля была воздушная. И далее 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида. Итого 6 петель. Кончик нити прошел внутри петелек. Если мы потянем за него, то колечко затягивается. Далее нам нужно закрыть первый ряд. Вводим крючок под первую горизонтальную петлю и открытую петлю вытягиваем на изнаночную сторону. Делаем одну воздушную петлю. Смотрим на лицевой стороне. Нам нужно ввести крючок ровно под местом соединения в V-образную петлю галочку. При этом обратите внимание, что на изнаночной стороне крючок выходит между двумя ножками петли под перекладиной. Вытягиваем петельку вперед. Затем слегка подтягиваем петли и провязываем заднюю петлю через переднюю. Это первая петля второго ряда. Кончик нити мы можем придерживать позади
вязание и спрячем его внутри петель второго ряда. Во втором ряду мы начинаем вязание узором галочка, вводим крючок ровно посередине петли галочки и вяжем столбик без накида. Каждую из 6 петель предыдущего ряда нам нужно связать крючком по 2 столбика без накида. Итак, здесь у нас 2 петли. Во все другие петли также вяжем крючком по 2 столбика без накида. Заканчиваем второй ряд, связали 5-ю двойную. И теперь к первой петле мы тоже вяжем крючком 1 петлю. Таким образом у нас получается 6-я двойная петля. Закрываем второй ряд точно так же, как и первый ряд. Итого у нас 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 петель. Продолжаем. Вяжем крючком третий ряд. Вначале ровно над местом соединения ряда формируем первую петлю. Далее в следующую петлю мы делаем прибавку. 2 столбика без накида в одно основание. И так мы с вами повторяем 6 раз. Двойная петля и одинарная петля.
Заканчиваю третий ряд. Обратите внимание, здесь у нас идет одинарная петля, здесь тоже одинарная. Значит, здесь нам нужно связать крючком прибавку. 2 столбика без накида в одно основание. Закрываем третий ряд. Итак, мы закончили третий ряд, сделали 6 прибавок через одну одинарную петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем крючком четвертый ряд. Вяжем крючком четвертый ряд. Сформировали первую петлю, затем продолжаем, вяжем крючком 2 одинарных столбика без накида. Они у нас идут ровно над прибавками из предыдущего ряда. И затем прибавки сдвигаются левее, и мы вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание. Далее опять над прибавками из предыдущего ряда мы вяжем крючком одинарные столбики без накида. И левее от прибавок предыдущего ряда мы вяжем крючком 2 столбика без накида в одно основание. Итак, продолжаем. Делаем 2 одинарные, двойная. И так до конца ряда всего 6 прибавок. Мы заканчиваем четвертый ряд, вяжем 2 одинарные петли. И давайте посмотрим, здесь к первой петле нам нужно доделать еще одну петлю, чтобы у нас получилась прибавка. И мы закрываем четвертый ряд. Итого мы сделали 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все прибавки через 2 одинарные петли. Итого по окружности 24 петли. Далее вяжем крючком пятый ряд, формируем первую петлю. Далее прибавка, затем 3 столбика без накида. Повторяем этот порядок. Прибавка, 3 столбика без накида. Так продолжаем вязать крючком до конца ряда. Делаем 6 прибавок, каждый через 3 одинарных столбика без накида. Заканчиваем пятый ряд. Давайте посмотрим. Здесь у нас прибавка 1, 2 и 1 в начале. Итого 3 между двумя прибавками. Закрываем пятый ряд. Итого мы сделали 6 прибавок
Между всеми прибавками по 3 столбика без накида. Далее 6 ряд. Сформировали первую петлю. Далее 2 столбика без накида. Затем прибавка 2 столбика без накида в одно основание. Затем 4 столбика без накида. Повторяем прибавка 2 столбика без накида в одно основание. И так продолжаем вязать крючком до конца 6 ряда. Делаем 6 прибавок. Каждая прибавка через 4 столбика без накида. Заканчиваем 6 ряд. Прибавка 1, 2, 3, 4 и первая прибавка. То есть между всеми прибавками по 4 столбика без накида. Закрываем 6 ряд, и по окружности у нас получается 36 петель. Далее 7 ряд. Формируем первую петлю. В начале 4 столбика без накида. Затем прибавка. Далее 5 столбиков без накида. И снова прибавка. Так, продолжаем вязать крючком до конца ряда. Всего 6 прибавок. Каждая прибавка через 5 столбиков без накида. Закрываем 7 ряд, и по окружности у нас 42 петли. Далее вяжем крючком 8 ряд без прибавок 42 петли.
Закрываем 8 ряд. Девятый ряд – это последний ряд с прибавками. Формируем первую петлю. Далее вяжем крючком 6 столбиков без накида. Затем делаем прибавку. Далее 6 столбиков без накида. И следующая прибавка. Так продолжаем вязать крючком до конца ряда. Всего 6 прибавок. Каждая прибавка через 6 столбиков без накида. В конце ряда мы делаем еще одну петлю к первой петле. Таким образом, это у нас 6-я прибавка. Итак, по окружности у нас 48 петель. Далее продолжаем. Вяжем крючком 3 ряда без прибавок. Мы закончили 3 ряда без прибавок по 48 петель в каждом ряду столбиками без накида. Отрезаем кончик нити, закрываем последнюю петлю. Вытягиваем нитку из петли. Затем берем тонкий крючок, вводим его под первую горизонтальную петельку, заводим нитку под эту петлю и затем возвращаем нитку в середину последней петли. Таким образом мы формируем последнюю петлю. И кончик нити прячем внутри петель последнего ряда. Давайте измерим диаметр круга 18 сантиметров. Высота 3 сантиметра.
Далее мы вяжем крючком точно такую же вторую деталь для сумки. Единственное отличие, что мы не отрезаем кончик нити. На первой детали мы отмечаем первую петлю от начала ряда и затем в правую сторону отмечаем 20 петлю. На второй детали отмечаем первую петлю и 20 петлю в левую сторону. Теперь нам нужно соединить эти две детали вместе. Петли у них отмечены друг напротив друга. Вводим крючок за одну полупетельку на каждой детали и вяжем крючком соединительными столбиками. Всего должно получиться 30 петель. Петли, которые были отмечены маркером, мы тоже вяжем крючком. В конце кончик нити отрезаем, закрываем последнюю петельку и прячем кончик нити внутри петель. Отверстие получилось на 18 петель с обеих сторон. Далее вяжем крючком ремешок для сумки. Оставляем кончик нити 20 сантиметров. Набираем 2 воздушные петли. Вводим крючок в первую петлю и вяжем крючком столбик без накида. Затем опять вводим крючок в боковую петлю и делаем 1 столбик без накида. Теперь вводим крючок в 2 боковые петли и делаем столбик без накида. Далее рисунок повторяется. Таким образом мы вяжем крючком до необходимой нам высоты примерно 100 сантиметров. Заканчиваем вязание крючком ремешка для сумки. У меня получилась длина 100 сантиметров. У меня закончилась вся пряжа. Если у вас еще осталась пряжа, вы просто оставляете кончик нити 20 сантиметров и отрезаете рабочую нить. Далее мы пришиваем карабины к ремешку. Вначале переводим нитку на боковую сторону. Затем продеваем нитку через отверстие на карабине. Выводим нитку на противоположную сторону. Карабин у нас остается в петле. Опять вводим нитку в отверстие на карабине и переводим нитку на противоположную сторону.
И затем повторяем это действие еще по одному разу с каждой стороны. Далее прячем кончик нити и лишние нитки отрезаем. С противоположной стороны ремешка тоже нужно перевести ниточку на боковую сторону и затем точно так же пришиваем карабин. Вот такой готовый ремешок у меня получился. Его длина в общем 110 сантиметров. Для кисточки тоже необходимо растянуть пряжу в начале. Затем отрезаем полоску 35 сантиметров. И по ней меряем и отрезаем еще 24 полоски. Итого 25 полосок по 35 сантиметров и одна длинная 80 сантиметров. И затем мы делаем кисточку на карабине. Для подкладки измеряем диаметр, толщину сумки, нижнюю часть донышка и затем верхнюю часть для молнии. Эти мерки с учетом 1 сантиметра припуска со всех сторон мы переносим на ткань и вырезаем 2 круглые детали для подкладки, одну длинную деталь для донышка сумки и еще 2 полоски для молнии. Отрезаем молнию примерно 25 сантиметров. Прикладываем молнию на одну из узких полосок, поверх нее на лицевую сторону и пришиваем. Вот так у нас должно получиться. Затем прикладываем вторую длинную полоску, также пришиваем к молнии.
Затем отгибаем края и нужно прострочить по краю. Теперь деталь, предназначенную для донышка сумки, прикладываем к боковой стороне молнии и пришиваем с двух сторон. Теперь нам нужно пришить круги вот к этой цилиндрической детали. Для этого мы ее складываем ровно пополам и карандашом отмечаем линии изгибов. Затем берем наши круги, их тоже складываем пополам и еще раз пополам. И отмечаем 4 точки. Теперь с помощью булавочек мы присоединяем 4 точки на цилиндрической детали и 4 точки на круглых деталях. И затем прошиваем по кругу. Точно так же пришиваем второй круг. Кладем подкладку в сумку и подкалываем булавками. Далее берем прозрачную мононить или обычную швейную нить такого же цвета, как пряжа. И пришиваем подкладку к сумке вручную короткими стежками.
Я закончила, пришила подкладку. И теперь мне осталось только присоединить детали к сумке. Это ремешок и кисточку. Я закончила вязание крючком круглой сумочки из трикотажной пряжи. Вот такая небольшая, очень красивая и хорошо держит форму сумка у меня получилась. Давайте измеряем сумку еще раз. Диаметр 18 сантиметров и толщина 8 сантиметров. Я надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте меня, мой аккаунт nitka.kz. До новых встреч!